Приветствую всех любителей вязания. Меня зовут Людмила, и вы на канале Вязание для всех. Сегодня я предлагаю вашему вниманию очень интересный, эффектный, простой в исполнении узор букле. Фактура узора рельефная, объемная, пышная. Такие узоры всегда актуальны, а изделие выглядит стильно и эффектно. Так выглядит изнаночная сторона. Этот узор можно применить для вязания любых изделий, как основной узор, так и в качестве отделки. В конце видео я дам схему узора по кругу, включайте субтитры, и вы увидите текстовое описание узора. Итак, давайте его свяжем вместе. Раппорт узора состоит из 3 петель и 4 рядов. Для вязания узора поворотными рядами наберите количество петель кратное 3, плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные. Я набрала 16 петель. Итак, вяжем первый ряд. Кромочную снимаем, 2 изнаночных. Из одной петли вывязать 2 лицевой за переднюю стенку, затем за заднюю стенку. Мы провязали первый раппорт узора. Вяжем второй. 2 изнаночных. Из одной петли 2 лицевой за переднюю стенку и за заднюю стенку. Вяжем так до конца ряда. 2 изнаночных. Из одной 2. Две изнаночных. Из одной 2. И 2 изнаночных для симметрии. Кромочная. Провязали первый ряд. Вяжем второй. Кромочную снимаем. 2 лицевых. 2 вместе изнаночные. Вяжем так до конца ряда. 2 лицевых, 2 вместе изнаночные, 2 лицевых, 2 вместе изнаночные. Две лицевых, кромочная. Провязали второй ряд. Вяжем третий. Кромочную снимаем и вяжем все петли лицевыми до конца ряда. Провязали третий ряд, вяжем четвертый, кромочную снимаем и вяжем все петли изнаночными до конца ряда. Провязали четвертый ряд. Далее продолжаем вязать, повторяя с 1 по 4 ряд раппорта. Для вязания узора по кругу наберите количество петель кратное 3. Первый ряд 2 изнаночных, из одной петли вывязать 2 за переднюю и за заднюю стенку. Второй ряд 2 изнаночных, 2 вместе лицевой. Третий и 4 ряд все петли лицевыми. И также повторять с 1 по 4 ряд раппорта. Если вам понравился этот замечательный узор и мой мастер-класс, ставьте лайки, пишите комментарии, я всегда им очень-очень рада. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны.
Я желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.